Итак, приступим. Меня зовут Андрей Сафонов, также Сурт, и я стою перед своими двумя гаражами по адресу Москва, проспект Вернадского, дом 10, строение 2 или Б. Так, гаражи номер 5138, вот этот, и 5137, вот этот, которым я владел с 2008 года и с 2014 года, соответственно. Я гражданин России и москвич в более чем 4-м поколении. Никакой там не приезжий, не нелегал. Работаю на одном из предприятий Роскосмоса. Суть истории такова. 3 дня назад, 26 апреля 2018 года, в 20 часов 11 минут, мне позвонил сосед по гаражам, с которым я был знаком, но мало общался, и сообщил мне, что он еле узнал мой телефон, и что ворота моих гаражей сорваны уже 3 дня назад, и имущество расхищается посторонними. Я срочно приехал, и в темноте при свете телефона обнаружил, что мое наиболее громоздкое оборудование, как то компрессор, сварочные аппараты 2, генераторы 2, исчезли. При свете дня разглядел также, что много еще чего пропало. Но я обращаюсь не к ворам, а к властям, которые так со мной поступили. К Путину, Собянину и Садовничему. Какое вы имеете право обращаться с гражданами, как с шавками, пнув под зад, лишив их собственности, разрушив все созданное за 10 лет, даже не предупредив хотя бы за 3 дня. Вот ключи от гаражей, кстати, уже не нужные. Читаю по бумажке, так как весь на нервах и не все бы сообразил, что надо сказать. В правлении был мой телефон. Я заходил туда за неделю до этого, чтобы узнать, сколько я должен уплатить членских взносов. Вот. К счастью, не успел оплатить. Вот люди, которые, кстати, здесь все пиздят, вывозят. Так. Дальше. Вот стоит единственная, наверное, в Москве Honda Civic 2-го поколения, который я сам восстановил. Вот здесь я строил уникальные мотоциклы. Например, мотоцикл с мотором от Civic, мотоциклы с мотором от Запорожца, в том числе с самодельным впрыском и турбиной. В конце видео я покажу фотографии своих работ, какие найду. Меня знают тысячи людей на мотофорумах в России и за рубежом. И ко всем моим друзьям и знакомым я обращаюсь за поддержкой и призываю в свидетели произволу властей, за которых я, кстати, голосовал. Я заявляю, что меня не удастся вытурить втихую. Я требую компенсации за материальный и моральный ущерб. Когда Собянин сносит незаконные магазины в Москве, у метро, павильоны, он почему-то выплачивает по 35 тысяч за квадратный метр и предупреждает за месяц до самостоятельного сноса. Мои же абсолютно законные гаражи были объявлены незаконными задним числом и снесены без предупреждения и компенсации. Посему я требую заплатить мне минимум по 35 тысяч рублей за каждый из 40 метров моих гаражей. Вот территорию можете померить. Можно будет померить пока еще. Либо предоставить мне равноценные гаражи и компенсировать стоимость перевоза и похищенных вещей, список которых я предоставлю. Практически всю свою зарплату и премии в течение 10 лет я вкладывал в покупку оборудования и деталей. На оборудовании у меня остались паспорта. Вот они здесь все лежат в стопке, потом покажу. На детали есть транзакции PayPal. В случае отказа я гарантирую вам международный скандал и мои персональные проклятия. Церковь, которую вы построили,
на месте снесенных гаражей вам не поможет, вас не спасет. Ибо все вы пойдете в ад, в хель, к трусам, предателям, клятвопреступникам и гомосекам, которые именуются нидингами, то есть опущенными. И да будет вам известно, что все, кто услышал мою историю, от дворника таджика и водителя эвакуатора до моих друзей, назвали тех, кто отдал приказ снести гаражи без предупреждения, и тех, кто этот приказ выполнил. И те, кто разворовал имущество, так вот, все единодушно произносили одно слово, называли их пидорасы. Потому что так поступают только пидорасы-нидинги. Также хочу еще раз поблагодарить тех, кто помог вывести то, что не успели похитить. Тех, кто сохранял, спас мой мотоцикл от похищения до тех пор, пока я не приехал. Вот паспорта вещей, тех, что у меня были. Вот на компрессор, на генератор маленький, 1000-ваттный, на генератор большой, 8000-ный, 8-киловаттный, на фен промышленный. Твою мать. На Макиту бензопилу. На холодильник Норд. На Макиту, кажется, лобзик или шлифовальщик. На компрессор вот еще паспорт. На сварочник аргоновый Брима. На бензопилу Hyundai. На лобзик ручной. На сварочник полуавтомат. На дрель. На болгарку тоже где-то валяется. На этом съемку пока прекращаю.